Достаточно распространенная ошибка в Adobe Premiere Pro, с которой сталкиваются многие пользователи при попытке экспорта или рендеринга видеофайла. В моем случае это Adobe Premiere Pro CC 2018 и ошибка компиляции фильма. Как я сказал выше, ошибка достаточно часто встречается, и универсального решения единственного у нее нет. Поэтому мы сейчас попробуем найти способ решить эту проблему. Расскажу предысторию о том, как я именно решил эту проблему. Обратите внимание на некоторые пункты, то есть окошко ошибки по тайм-коду. Обратите внимание на время. Здесь указан фрагмент видео, в котором возникла ошибка при компиляции. Также обратите внимание на рендеринг со смещением. Здесь указано точное время, где произошла ошибка. Также здесь есть код ошибки, который, возможно, можно загуглить и получить точное решение определенной вашей проблемы. У меня это не получилось, но смотрите далее, как я решил проблему. Запомните еще раз время. 3,7. Нажимаем ОК. Я сделал следующее. Сместил рендеринг дальше данных секунд, и где-то с 4 секунд начал рендеринг. Пусть будет так, и после чего у меня все прошло успешно, то есть ошибка у меня крылась в одном из фрагментов видео. Давайте перейдем к тайм-коду. Я нашел, где именно находится эта ошибка. Она крылась у меня в фрагменте видео интро. Что это было именно, сложно сказать. Может быть, какой-либо эффект был в этом виноват. И после чего экспорт прошел успешно. То есть в данном случае такой был вариант, такой способ решения проблемы. Если же у вас здесь какая-либо ценная информация в этом фрагменте видео, то можно сделать следующее. Бывает такое, что именно в этом фрагменте наложен какой-либо эффект. Сторонний чаще всего. То есть вы скачивали какой-то эффект, накладывали его на этот фрагмент видео, и он мог являться причиной данной ошибки. То есть выбираем этот фрагмент, находим эффект, который накладывали, и удаляем его. После удаления пробуем еще раз произвести экспорт. Если все успешно, значит ошибка была именно в эффекте. Следующий вариант решения проблемы – это ошибка с кодеками. Для того, чтобы решить данную проблему, переходим в панель управления, находим удаление программ и удаляем старые кодеки. Допустим, в моем случае это K-Like Mega Codec Pack. Проводим деинсталляцию, все по инструкции. После удаления переходим в браузер, загружаем новые кодеки QuickTime, они очень хорошо подходят для продуктов Adobe. После загрузки устанавливаем их. Я не буду показывать весь процесс, потому что это не имеет смысла. Просто загружаете, запускаете, устанавливаете. После чего проверяете заново, не решилась ли проблема. Это еще один из способов. Ну и давайте рассмотрим третий способ и третью причину, при которой также возникает подобная ошибка. Итак, давайте с вами сохраним этот проект, который мы с вами делали, который у нас выдает ошибку. Сохранить. Так, далее закроем Adobe Premiere и откроем его заново. Далее создаем новый проект, даем ему любое имя. И теперь обратите внимание на средства рендеринга. Если у вас установлено средство рендеринга ваша видеокарта с использованием OpenGL, иногда она может быть виновата в этом. Поэтому ставим только программное ускорение ядра Mercury. И нажимаем ОК. Итак, далее. Переходим в левое нижнее окошко «История». Здесь нам нужно найти тот проект, который мы сохраняли, в котором находится ошибка. Нажимаем «Открыть». Тип импорта оставляем все так, как есть. Импортировать весь проект. Нажимаем ОК. Далее здесь нам нужно найти сингвенцию. Именно полное видео, состоящее из всех фрагментов, которые находятся ниже. Обычно это можно определить по времени. 3 минуты 34 секунды.
самое большое. Вот. Именно по нему жмем двойным щелчком мыши левой. Сейчас у нас должны открыться все фрагменты на тайм-коде. Далее нажимаем «Сохранить проект», только с другим именем уже. Итак, выделим от начала до конца, поставим маркеры, точка входа и в конце точка выхода. Все, то есть в конце видео отмечены, даже можно поточнее. Теперь нам осталось только еще раз проверить, работает ли экспорт без использования видеокарты с использованием OpenCL. Если все нормально, значит причина была именно в этом. Существуют ли иные способы решения данной проблемы? Я думаю, что да. Существуют и другие причины, универсальных способов нет. Но я вам советую приглядеться к первому способу. То есть посмотрите, на каком тайм-коде у вас ошибка, не виноват ли в этом какой-либо эффект, либо же удалите тот кусочек видео, в котором возникает ошибка, если он не важен для вас. В принципе, это и есть все способы, которые помогут вам, не скажу, что на 100% решить проблему, но в основной массе проблемы вы должны решить этими способами.